Всем привет, с вами Тори-чан. Сегодня я хочу поговорить о минусах жизни в Японии. Я обычно рассказываю самое хорошее об этой стране и показываю нашу ежедневную жизнь здесь, но у Японии, как и у любой другой страны, есть свои минусы и недостатки, поэтому сегодня я хочу поговорить именно о них. И раньше я уже делала похожее видео, но за 12 лет жизни здесь, конечно же, мое мнение изменилось, поэтому сегодняшнее видео — это топ-10 минусов жизни в Японии спустя 12 лет жизни здесь. И я начну с минусов и недостатков, которые можно как-то терпеть и жить с ними, и закончу самыми, наверное, большими для меня минусами жизни здесь. Первый минус жизни в Японии — это то, что привычная еда и продукты стоят дорого здесь. И под привычной едой я имею в виду гречка, малина, сметана, творог, молочка, в принципе, йогурты вкусные и так далее. То есть почти все, что вы сейчас считаете, скорее всего, привычной едой, которую вы едите каждый день, в Японии, скорее всего, стоит дорого, потому что японская кухня совершенно отличается. Особенно малина и абрикосы — это моя боль. В Японии они совершенно как будто не продаются. Я их видела, может быть, 2-3 раза за 12 лет жизни здесь. Малина стоит, одна маленькая упаковочка, 900 йен, это примерно $7 сейчас, что тоже не поешь каждый день, конечно же. Но, в принципе, кроме этого, почти все, к чему я привыкла в Японии, можно найти последние пару лет, даже ту же гречку, допустим, но оно продается все в специальных магазинах с иностранными продуктами, а это обычно очень такие дорогие luxury магазины, где продается какая-то классная итальянская паста, спагетти, разные продукты из других стран, в общем, и гречка тоже там продается, поэтому она стоит 1000 йен за 900 грамм, это примерно $8-9 900 грамм гречки. Да, вот такой вот деликатес она здесь. С гречкой в Японии вообще все очень странно. Ее выращивают здесь, из нее делают гречневую лапшу соба, с ней заваривают чай, ей набивают подушки в Японии, ее добавляют в рис как добавку, но именно гречневую кашу почему-то здесь не готовят. Когда я только приехала в Японию, мне казалось, что это очень большой минус, но, честно скажу, сейчас для меня это мелочи, потому что я уже больше привыкла к японской еде, и я уже мало зачем скучаю. Второе. Иностранные сериалы и фильмы выходят намного позже, а некоторые даже вовсе не показывают. Допустим, фильм «Оппенхаймер» в Японии в кинотеатрах не показывали. И в любой стране есть ограничения в контенте, которые можно посмотреть, и даже заблокированные сайты. Но благодаря спонсору сегодняшнего видео Surfshark VPN это не проблема. Surfshark VPN — это сервис, который помогает виртуально поместить ваш компьютер или телефон в любую точку мира. Это позволяет не только защитить ваш аккаунт и личную информацию, чем вы занимаетесь там в интернете, когда вы, допустим, используете общественный Wi-Fi, но и также помогает открыть сайты, которые заблокированы в стране, где вы находитесь. Мы, например, используем Surfshark VPN, когда мы едем за границу и хотим посмотреть продолжение японского аниме-сериала на Netflix, или наоборот, когда мы не можем посмотреть что-то в Японии. Допустим, мы так Декстер смотрели, потому что в Японии, видимо, не одобряют сериалы о серийных убийцах с хорошими намерениями. А вы можете, наоборот, смотреть аниме и сериалы, которые еще вышли только в Японии или США, например. Также мы часто покупаем билеты на самолет и просто шопимся, используя VPN, поскольку многие онлайн-магазины меняют стоимость в зависимости от вашей локации, поэтому так можно хорошо сэкономить. Подпиской на Surfshark VPN можно пользоваться сразу на нескольких устройствах, можно даже делиться аккаунтом с мужем или друзьями, что супер выгодно, а если это не то, что вы ожидали, у них есть гарантированный возврат 30 дней. По промокоду Тори вы можете получить 5 месяцев бесплатной подписки, поэтому не забывайте перейти по ссылке в описании этого видео. Кстати, фильм «Оппенхаймер» мы так и не посмотрели, нужно будет до него добраться. И в Японии его не показывали, потому что там есть ядерное оружие, конечно же, и там показывается, как взорвали Хиросима и Нагасаки. И для Японии это огромная травма все еще для многих японцев. Даже есть люди, кто пережил это лично, когда маленький был. Поэтому решили не показывать этот фильм в Японии, хотя и были дебаты, конечно, стоит ли его показывать в кинотеатрах или не стоит. Но в итоге у нас его не было, поэтому буду ждать, пока он выйдет на Netflix где-нибудь в другой стране. Третье. Супер жаркое и влажное лето. Да, я не устану говорить, что в Японии невыносимо жаркое лето, и вы не устанете мне в комментариях писать, что у вас в стране жарче, у вас плюс 100, а в Японии всего лишь плюс 38. Я шучу, конечно, но да, если смотреть по температуре, в Японии не так уж и жарко. У нас в этом году было в среднем плюс 32, 33,
пару раз было плюс 38, но за счет влажности высокой чувствуется намного жарче. И ты как будто в сауне постоянно. И самое, наверное, для меня было невыносимое в этом году, это то, что в Фукуоке, где мы сейчас живем, это самый юг Японии, даже ночью очень жарко. Температура не понижается. У нас было плюс 29 в этом году ночью. То есть ты открываешь окно ночью, чтобы проветрить спальню, и тебе так горячий воздух в лицо. Как будто в сауну открыл дверь. Ты такой, не, лучше закрытым окном посплю. И, к сожалению, сколько в Японии не живи, не привыкаешь к этому. 4. Много бюрократии, и все очень запутано. В Японии нет одной целостной государственной системы, чтобы ваше удостоверение личности было онлайн в телефоне, и можно было онлайн оплачивать ваши налоги, переводы делать и так далее. И за счет этого очень много проблем. Допустим, когда была корона, в той же Америке решили, что людям, кто потерял работу или у кого мало доход сейчас, маленький доход, тем нужно переслать деньги. Решили, какую сумму будут пересылать, и переслали буквально через месяц, если я не ошибаюсь. Ребята, кто в Америке живет, в комментариях жду вашу историю. Но в Японии так не получилось. Да, японское государство решило, что тем людям, кто потерял работу, нужно выслать деньги как поддержку, но при этом у японского государства нет совершенно информации о гражданинах Японии. Поэтому, когда решили, что нужно перевести деньги людям, чтобы это сделать, каждый человек должен был сам написать заявление, что он хочет, чтобы ему деньги перевели, написать свой банковский номер, отослать это все куда-то в мэрию, и тогда только могли переслать деньги на ваш счет, который вы указали. И если там была, допустим, ошибка, потому что нужно, конечно же, письменно все это от руки заполнять, то нужно еще раз, чтобы вам прислали письмо, что там была ошибка, и вы ответили бы на это письмо еще раз письмом. То есть это все занимало месяца, и люди, кто реально нуждался, они не получили деньги вовремя. Какое там онлайн-удостоверение личности? У японцев не было удостоверения совершенно, только последние пару лет ввели My Number, так называемую карточку, это теперь наше ID, и то оно есть не у всех японцев еще, потому что его буквально в 2012 году ввели, если не ошибаюсь, и оно физическое, это как именно ID-карточка. По идее, теперь можно, пользуясь этой карточкой, некоторые процедуры делать онлайн, но не все, и оно все еще далеко до автоматизации, и даже доходит до абсурда. Ты приходишь в мэрию города, куда переехал, чтобы прописаться там, чтобы перенести свой старый адрес в новое место жительства. Ты даешь им свой My Number ID-карточку, где написано ваше имя, ваш номер, ваш старый адрес, но вам дают еще 5 бумаг, 5 заявок, где вы должны написать то же самое от руки. И ты такой, ну там же все написано, зачем мне еще раз то же самое писать от руки? На это, оказывается, все есть причина. Если раньше я думала, что вот Япония просто отсталая страна в цифровизации, если это правильно так говорить, да, цифровизации, то оказывается, что это просто у японцев в менталитете. Это заложено в Японии еще с окончания Второй мировой войны. Дело в том, что после того, как Япония проиграла в войне, у Японии, как у страны, появилось такое мышление, что они больше никогда не хотят участвовать в войне. И поэтому новые законы, которые в Японии написали тогда, новые какие-то правила, оно все было ориентировано на то, что Япония больше никогда не будет участвовать в никакой войне. Поэтому у нас и армии нет именно как армии, у нас как это джейта, это для защиты страны. И это же касается и онлайн-удостоверений личностей. Если собирать всю информацию о гражданах страны и иметь это все онлайн, так что можно просто по телефону, допустим, показать, что это мое удостоверение личности, это все, конечно, очень удобно, но японцы боятся, что страна может использовать это как для милитаризации. Поэтому если у страны слишком много информации о личности, это японцев пугает. Поэтому долгое время было такое как сопротивление именно от граждан, и плюс сами политики тоже не хотели продвигать такие идеи, потому что знали, что это в Японии не зайдет. И да, это все очень удобно, когда можно онлайн делать, до того, как тебе повестка не пришла онлайн. Поэтому, может быть, в этом есть часть правды. Но все же благодаря этому новому ID My Number немножко проще стало, особенно налоги платить стало проще, заявки разные подавать стало проще, даже некоторые вещи и процедуры можно делать онлайн.
Поэтому я уже не так сильно жалуюсь, и это поэтому всего лишь 4-е в моем списке. 5-е. Далеко. Да, спустя 12 лет Вика опомнилась, что Япония находится, оказывается, очень далеко отовсюду, от Европы и от Америки тоже. Поэтому, допустим, если я хочу поехать с родителями увидеться, то, допустим, из Токио до Стамбула лететь 13 часов. И поездка такая стоит туда-обратно $1500 примерно, без пересадки, если с пересадками, то где-то $800, наверное, стоит туда-обратно билет сейчас, но тогда это будет более 20 часов поездка, что довольно трудно. Если раньше мне казалось, что, можно один день на перелет потратить, то сейчас я понимаю, что я уже очень сильно устаю, это возраст. Я реально не могу больше летать по 14 часов туда-обратно на самолете. Я понимаю, что я не хочу так долго и далеко лететь. Не говоря уже о том, что это очень затратно. Даже раз в год поехать увидеться с семьей стоит $1500, и если они, допустим, сюда приезжают, то их больше, им это стоит еще дороже. Так что, да, это, наверное, один из таких больших минусов жизни в Японии для меня сейчас, то, что Европа и Америка, допустим, далеко я себе хотела поехать или туда к моей семье увидеться. В Азии, к сожалению, у меня никто из семьи не живет. Удобно, конечно, что Азия близко, и можно поехать в Корею, или в Китай, или в Гонконг мы ездили недавно, Филиппины довольно близко находятся к Японии, и не так уж дорого лететь. Поэтому Япония, наверное, подходит тем, кто уже наездился в Европе, и им уже хватило на всю жизнь. 6-е. Маленькая зарплата. Раньше я говорила, что один из минусов жизни в Японии – это высокие цены, но при этом здесь довольно высокая зарплата, поэтому жить можно. И когда только приехала в Японию, так и было. Зарплата в Японии была такая же примерно, как в Америке, и даже немного выше зарплаты в некоторых европейских странах. Но за последние 12 лет многое что поменялось. Во всех странах, кроме Японии, была довольно большая инфляция, и, в принципе, инфляция постепенно была эти 12 лет последние, поэтому цены на все повысились в Европе, в Америке, и зарплаты тоже повысились везде, кроме Японии. В Японии как были 12 лет назад цены и зарплаты, так и остались. Что, наверное, для многих звучит просто невероятно. Да, в Японии, наоборот, не инфляция, а дефляция. Последние 30 лет даже, не только 12 лет последние. Поэтому за счет того, что в Японии остались те же зарплаты и те же цены, по сравнению с некоторыми европейскими странами и Америкой особенно, в Японии зарплаты кажутся очень маленькими. И также раньше, когда только приехала в Японию, стоимость иены была $1 100 йен. И последние 2 года, к сожалению или к счастью, иена уже не такая. Иена уже стоит $1 140, 145 йен. Даже было так, что 150 йен $1 стоил, поэтому иена стала намного слабее за последние 2 года. Для сравнения, средняя зарплата в Японии и тогда, и сейчас была примерно 400 тысяч йен. Раньше, когда только приехала в Японию и иена стоила 100 йен $1, это было $4000. Сейчас это $2800. Не маленькая разница, не так ли? Живя в Японии, это не настолько сильно чувствуется, но это чувствуется, когда ты покупаешь иностранные продукты, что они подорожали в 1,5 или даже 2 раза, или когда ты едешь за границу путешествовать. Если ты зарабатываешь в иенах, и ты раньше любила за границу ездить, допустим, японцы на Гавайи любят ездить. Сейчас японцы приезжают на Гавайи, и они такие: о боже, кофе стоит в 3 раза дороже, чем в Японии. Если бы иена была 100, как раньше, а не 145 к доллару, как сейчас, то, возможно, это бы чувствовалось не настолько сильно. Но иена очень сильно упала. И одна из причин – это то, что иена зависит от доллара, а также от американских банков. В Японии очень маленький процент на кредит. У нас сейчас примерно 0,1-0,2% кредита в банке. В Америке же за счет инфляции последние 2 года кредит поднимали, поэтому очень большая разница сейчас. Допустим, в Америке сейчас в районе 4%, если не ошибаюсь, а в Японии 0,2%. И за счет такой большой разницы иена стала такая слабая. Если бы японский банк
в соотношении к американскому банку поднимал процентную ставку, то, возможно, японская иена бы не стала такая дешевая по сравнению с долларом. И непонятно точно, как долго это будет длиться. Скорее всего, иена будет такая слабая, пока или Япония не поднимет процентную ставку в банках, или Америка не понизит процентную ставку, а понизит ее тогда, когда подумают, что уже инфляция, скорее всего, успокоилась. 7. Старение нации. Это проблема не только Японии, конечно же, но и многих развитых стран, но Япония здесь на первом месте. 30% населения Японии старше 65 лет. И это потому, что в Японии долго живут, что хорошо, конечно же, но также в Японии очень низкая рождаемость в последние годы. Допустим, у моего мужа Изуми есть одна старшая сестра и один старший брат. Их 3 в семье. Но вот у папы Изуми было 6 братьев и сестер. Их было 7 в семье. И также, кроме высокой рождаемости, в Японии раньше была такая практика под названием убастеяма, что переводится дословно как «гора, куда выкидывали стариков». Да, раньше в Японии была практика уносить в горы стариков, за кем нужно было ухаживать, чтобы они там доживали свои дни. Да, в Нагану до сих пор есть даже гора с таким названием Убастеяма. И также, кроме этого, в Японии в разных местах до сих пор есть скалы с названиями вроде «Скала за 60» и так далее. Это места, где раньше сталкивали оттуда людей, кому исполнилось 60 лет и больше. Дело в том, что Япония всегда была страной, где было очень мало ресурсов, поэтому они разными способами уменьшали население для баланса. И вот это были реальные практики, которые тут проводили. Старение нации – это большой минус для экономики страны, но для нас, как для обычных жителей, это отражается в том, что у нас растут налоги. Да, постепенно в Японии растут налоги чувствительно, и хоть они в Японии сейчас ниже, чем в некоторых странах Европы, допустим, в целом я бы сказала, что где-то 25% мы налогов платим, но перспективы, что они будут только расти и расти за счет того, что стареет население, все меньше людей, кто работоспособный, но все больше людей, кому нужно платить пенсию, а пенсию в Японии платят из налогов работоспособного населения. 8. Неоправданно дорогое и некачественное жилье. Жилье в аренду в Японии стоит относительно недорого. Допустим, мы сейчас снимаем дом 100 квадратных метров недалеко от центра города Фукуока за $900. В Токио мы раньше снимали квартиру 45 квадратных метров за $1500 на то время. Сейчас это где-то $1000 уже, наверное, будет. Но в новом доме квартиру с большим балконом. Поэтому по сравнению, допустим, с некоторыми странами Европы или той же Америкой, в Японии довольно адекватные цены на аренду. Можно жить в центре города, в нормальном районе, в хорошей квартире за $1000 спокойно. Даже дешевле можно найти варианты. Но когда речь о покупке недвижимости, нормальную недвижимость найти в Японии очень трудно. В популярных районах, допустим, в центре Токио, земля стоит очень дорого, поэтому трехэтажные дома 90 квадратных метров площадью, которые стоят на земле 60 квадратных метров, это в Токио нормально, и такие дома будут стоить $1 или даже несколько миллионов долларов. Никакой речи о саде даже быть не может. В небольших городах, конечно же, стоит дешевле недвижимость, но при этом многие дома строят застройщики, чтобы заработать на этом как можно больше денег. Они просто продают землю. Поэтому берут большую землю, делят ее на несколько частей и строят маленькие дома, как коробки одинаковые, без окон, из дешевых материалов, и продают уже обычным людям. Поэтому даже если смотришь какие-то дома в Японии, и есть за нормальные деньги дома за, допустим, 200-300 тысяч долларов домик, то многие построены очень некачественно и из очень дешевых материалов, и они все вот такие вот уродливенькие. Поэтому, допустим, лично я смотрю на такие дома, и я хочу плакать, как архитектор. Я не могу себе позволить купить такой дом. И многие японцы покупают такие дома просто из безысходности. Это все, что есть на рынке. Японцы также очень странно относятся к окнам. Они предпочитают, чтобы они были маленькие, или чтобы их не было совершенно. И даже если есть окно, то оно будет все как в такой непрозрачной пленке, чтобы не было видно снаружи ничего, что происходит внутри дома.
И я могу понять, если, допустим, это в Токио, где дома очень близко находятся друг к другу, и да, не хочется, чтобы сосед смотрел на тебя голую в спальне. Но, допустим, в Фукуоке есть много мест, где можно открыть окно, и будет хороший вид. Но даже в таких местах японцы строят дома, где вот такие вот реально маленькие окошки или вот такие вот длинные окна, где как щель как будто. Я не понимаю, почему они так строят. И, скорее всего, так просто дешевле, потому что такие окна стоят дешевле, и также теплоизоляцию тогда можно делать, потому что чем меньше окна, тем меньше сквозняк. Но лично для меня это, конечно, да, большой минус. 9. Отношение к медицине. В Японии очень удобная система страхования. Мы платим каждый месяц страховку, и она покрывает 70% почти всех расходов. Поэтому именно лечиться в Японии не очень дорого, но не везде все идеально, конечно же. В Японии очень много частных клиник. Они как парикмахерские на каждом шагу. И для себя я поняла, что не все врачи компетентны, даже в Японии, потому что нет какой-то одной единой проверки всех этих врачей. И некоторые врачи лечат по очень древним методам. Допустим, я рассказывала в видео, как мне лечили зуб, что мне предлагали вырвать зуб и поставить имплант, когда это был просто пульпит. И даже если ты попал к хорошему специалисту, не факт, что он сможет тебе помочь, потому что в Японии очень узкие специализации у всех клиник. Допустим, есть клиники, которые делают только осмотр желудка, есть только гинекологии, только стоматологии, только клиника, которая специализируется на нервах и так далее. Поэтому ты пошел, допустим, проверить боли в животе, проверили тебе желудок, и если там ничего не нашли, тебе скажут, что, ну, наверное, это стресс, или отправить тебя в другую больницу, почки проверить, допустим, что довольно трудно, если ты не говоришь на японском языке, потому что хочется пойти в одну клинику, где тебе все проверят и скажут, что с тобой не так, что лечить. И хоть и есть большие общие клиники, туда еще нужно попасть. Обычно даже нужно письмо от врача вашего, поэтому нужно все равно пойти в маленькую клинику, чтобы вас там осмотрели, и дальше уже дали письмо, чтобы пойти в большую больницу. И 10. Отсутствие культуры отпуска. Когда я раньше работала в японской фирме, к минусам жизни в Японии я относила японскую корпоративную культуру, что в Японии очень много перерабатывают ради переработок, не очень продуктивные встречи в фирме, а также есть культура номикай, корпоративы, на которые нельзя не прийти. Конечно, в наше время все больше японской молодежи избегает такие консервативные фирмы, поэтому все больше фирм, где есть свободное расписание, мало переработок, а также принудительные корпоративы уже в прошлом. Но вот отсутствие отпуска в Японии все еще осталось, к сожалению. Да, в Японии есть отпуск, выделенные оплачиваемые дни каждый год. Сколько именно, зависит от того, сколько вы работаете в этой фирме, а также от самой фирмы. Допустим, для новых сотрудников есть 10 оплачиваемых выходных в год, оплачиваемых отпускных, скажем так. И для тех, кто работает уже несколько лет, эти выходные накапливаются, и это примерно 20-30 дней, в зависимости от того, сколько именно вы лет работали и сколько вы до этого брали выходных. В Японии также есть закон, что вы должны взять минимум 5 отпускных в году. Да, японцы настолько мало берут отпускных, что несколько лет назад сделали закон, который обязывает японцев брать 5 дней выходных в году, иначе они просто без отпусков живут. И некоторые говорят, что это потому, что в Японии очень много государственных праздников, и поэтому просто японцам не нужны отпускные. И это частично правда. В Японии есть очень длинные выходные государственные праздники. В мае это золотая неделя, когда у нас неделя государственных праздников, как День детей, день рождения императора и так далее, целая неделя отпускных. И также у нас в сентябре есть серебряная неделя, так называемая, где тоже почти неделя это разные праздники, поэтому японцы обычно отдыхают эту неделю. Но кроме этого, в Японии просто нет культуры vacation. Здесь нет такой культуры, что люди берут 2-3 недели отпускных и отдыхают, допустим, на Гавайях. Японцы просто к такому не привыкли.
Я была единственная в моей команде дизайнеров в моей предыдущей фирме, кто брал целых 2 недели отпускных на Новый год, чтобы увидеться с семьей. И тогда к этому относились как, ну, она же иностранка, у них так принято. У японцев же так просто отпускной взять не получится. Допустим, когда я ушла из фирмы, для меня эта проблема пропала, когда я стала фрилансером. Но вот мой муж Изами, он все еще работает в японской фирме, и хоть его работа полностью ремоут, и он может работать откуда угодно, отпускные так просто взять он не может. Точнее как, может, но у них это не принято. Он сам не хочет брать так много дней отпускных именно за раз. 2-3 дня взять, допустим, можно, но 2 недели нет. И поэтому мы, когда путешествуем, обычно он работает. Изами не считает, что это большой минус, потому что он не знает, чем можно заниматься без работы целых 2 недели. Но вот я люблю путешествовать, поэтому для меня это, наверное, самый большой минус жизни в Японии. Надеюсь, что вам было интересно это видео. А что для вас самый большой минус из того списка, что я сегодня вам рассказала? Жду ваших комментариев. Всем пока, увидимся еще.